Привет, YouTube! Сегодня мы с тобой узнаем, как же полететь в Дубай и что для этого понадобится. Пошаговая инструкция. Я себе записал ряд вопросов, которые ты сможешь увидеть в описании к видео, чтобы понимать, на что я буду сегодня отвечать. Первое, что мы обсудим, это ПЦР, виза, билеты и страховка. Для граждан России, да и в принципе для любых граждан по вылету требуется ПЦР-тест на английском языке. Лично я делал в гемотесте. За 72 часа до вашего вылета должен быть сделать тест. Имеется в виду не раньше, поэтому четко отсчитывайте эти 72 часа. Касаемо страховки, я не знал точной ситуации, нужна ли сюда, нет. Поэтому на всякий случай на 10 дней я себе сделал онлайн на сайте Сравни.ру. Я, по крайней мере, выбирал наиболее дешевый вариант. Если говорить про визу, то это просто великолепная страна для того, чтобы россиянам в этом году, да и может быть в следующем, посетить ее. Почему? Потому что 3 месяца бесплатно. Тебе не надо делать никакие дополнительные разрешения, тебе не надо делать никакие-то дополнительные тесты, не надо платить какую-то пошлину, когда же мы вынуждены это делать в Египет. И поэтому это экономит время, это экономит средства, и одна из причин, по которой я отправился сюда, в Дубай. Если вдруг вы захотите продлить свое нахождение здесь, то это можно также сделать, либо выезжая из страны, либо не выезжая. Вы продлеваете туристическую визу, и все у вас хорошо. Касаемо билетов до Дубая, не знаю, варьируются там вроде бы от 12 до 20 тысяч средние. У меня были даже 20 килограмм багажа, 10 килограмм ручной клади, то есть все супер. А летел я Air Arabia, местные авиалинии. Следующий наш немаловажный вопрос – это апартаменты и место, где жить, где остановиться. Я оказался в Дубае случайно, по этой причине я не искал каких-то дорогих мест, отелей, даже апартаментов. Я искал шеринг, я искал нечто похожее на хостел, но при этом, чтобы были все минимальные условия. То есть нормальная ванна, кухня, холодильник, кондиционер. И я невероятно рад, что попались крутые соседи, потому что ветер, потому что как от них, так и от хозяина квартиры очень многое зависит. И такие условия жизни обходятся мне 12 тысяч в месяц. И после этого ты можешь сказать, что это дорого. Нет, это абсолютно нормально. И, в принципе, еще раз, если я говорю, у тебя здоровское окружение, например, ты можешь заселить целую комнату со своими друзьями, и это будет бомба. Касаемо расположения такого хостела, опять-таки, мне супер повезло, потому что все очень близко. Близко вот такой вот шикарный парк, где можно вечером погулять в хорошей атмосфере, где не так жарко, даже утром, например, где есть спортивная площадка, где есть детская площадка, где есть футбольная площадка. Также поблизости здесь расположена куча магазинов, супермаркетов. И очень важно это метро, потому что до него идти буквально 5 минут, и ты все. Если ты добрался до метро, считай, ты уже в любой точке Дубая. Да, действительно, Дубай мне невероятно сильно напоминает Москву, как и темпом жизни, как ее многонациональностью, как ее возможностями, то есть спортивными, не знаю, рекреационными, магазинами, транспортом, образованием, чем угодно. Это та же Москва, просто здесь жарко. Но и, разумеется, некоторые есть религиозные особенности, особенности поведения, есть особенности налогообложения, но это уже копаем мы слишком глубоко. Невероятно важная тема касаемо карантинных мер, масочного режима. Если вы граждане Российской Федерации, любого, в принципе, города, вы уже привыкли к послаблениям, вы привыкли, что в метро можно ездить без масок, вы привыкли, что везде можно ходить без масок, на это никто ничего не обратит, вам максимум могут сказать полицейские: надень, натяни, и то ты такой, да, здесь везде за этим смотрят. Нет, сейчас я нахожусь в парке, поэтому во время, скажем так, физических упражнений я могу ее снимать. Но, тем не менее, если ты заходишь в торговый центр, если ты заходишь в автобус, если ты заходишь в метро, если ты заходишь куда угодно, даже просто идешь по улице, ты должен носить маску. Причем я ее, когда в ТЦшках снимаю хотя бы вот так вот, мне говорят типа: Sir, can you up your mask? Однако я думал, на самом деле все будет еще строже, потому что мне полицейский в метро тоже сделал предупреждение, он просто сказал: надень маску. И я ее поправил, и все обошлось.
Просто на самом деле не знаю, как сказать, с учетом того, что я изучаю исследования на тему коронавируса, на тему работы масок, они не помогают. Это не превенция передачи коронавируса, это не превенция в том, чтобы не заразиться самому. Поэтому одна из причин, по которой я их не ношу. Вторая причина, здесь реально очень жарко и душно. Я просто не знаю, как люди так убиваются и их носят здесь. Еще что мне здесь не понравилось, это религиозные особенности, по причине которых ты не можешь носить, точнее наоборот, ты должен носить везде как минимум майку, футболку. Даже если ты занимаешься спортом на спортивной площадке, мне сделали предупреждение 4 сказали, все, в следующий раз я звоню в полицию. Именно поэтому в этом парке теперь я занимаюсь йогой в майке. Хотя касаемо природы, здесь в летний период это максимально некомфортные условия. С 10 утра, нет, даже с 9 утра до 5 вечера стоит жара от 37 в среднем до 45 градусов. И это просто трэш. Люди действительно практически не выходят из домов, из торговых центров. Они находятся постоянно под кондиционерами, только либо рано утром, либо к вечеру выползают на улицу. Ты не как в России, ты не можешь зайти в лес и ощутить эту прохладу, легкость. Атмосфера тебя, такое давление выжимает всего. Тебе постоянно хочется пить, жажда, возможно, головокружение, если ты не привык к таким условиям. И тоже касается, в принципе, пляжей и моря. Несмотря на то, что там можно ходить нормально в плавках, но вода невероятно горячая. Я, на самом деле, впервые очутился в таких условиях, когда ты заходишь в воду и не чувствуешь никакого контраста между атмосферным, между окружающей тебя атмосферой и водой, потому что там реально тепло, как будто ложишься в горячую ванну. Тоже касается и воды в кране, потому что холодная она бывает буквально 30 секунд, когда ты первый раз утром включаешь, а потом все. Куда бы ты ни крутил, у тебя везде будет идти горячая вода. А касаемо масок, местные мне рассказали такую ситуацию, что могут оштрафовать даже если ты едешь в машине с кем-то и без маски. Они просто отследят по камерам, пробьют номер и вуаля. Не знаю, насколько все это правда, может быть, это вообще слухи, что такие здесь суровые условия, потому что люди любят выдумывать сказки, и иногда это выгодно тому же правительству, чтобы все соблюдалось, потому что здесь уровень, скажем так, преступности невероятно низкий. Ты можешь спокойно оставить велосипед на улице, ты можешь, не знаю, сушить свои вещи на улице. В принципе, ты чувствуешь какую-то защищенность. Я не знаю, чем это обусловлено. Возможно, как раз-таки тем, что многие боятся штрафов, многие боятся сесть в тюрьму здесь, но это реально потрясающе. Единственное, что меня смущает, что большинство ограничивает себя именно из-за страха законов. Они это делают не из-за того, что это нечеловечно, глупо, грубо, агрессивно, а только по причине страха, по причине штрафов. И меня вот единственное это смущает, то что низость человеческая может перекрываться только какими-то ограничениями извне, не самоконтролем, не пониманием ситуации, осознанностью, а каким-то папой свыше. Дорого ли или дешево жить в Дубае? Все зависит от ваших целей, почему вы сюда приехали, на постоянную основу или просто, скажем так, отдохнуть. Я, например, в месяц трачу около 8-9 тысяч на еду, на продукты, причем выходит у меня чек дешевле, чем в Москве. Здесь каждый день я питаюсь овощами, рыбой. Разумеется, некоторые продукты не могу себе позволить, потому что они контрастно дороже. Например, творог и сыр здесь, не знаю, раз в 7-6 дороже, чем в Москве. Однако, опять-таки, яйца, орехи те же самые, это все дешевле. Надо уметь искать, надо искать скидки и надо понимать, в каких магазинах что ты закупаешь. Так, в одном гипермаркете ты покупаешь мясо и рыбу, в другом ты закупаешь молоко и воду, в третьем ты закупаешь орехи, сладости. Сюда все везут с Европы. Да, качество продуктов, оно на высшем уровне. И такая жизнь самостоятельная, на самом деле, дает мне большое понимание, откуда берутся деньги, как экономить, как следить за здоровьем и финансовая грамотность, да. И опять-таки, если сравнивать, мы можем взять другой город, Шарджу, который недалеко от Дубая. Там цены еще ниже, еще дешевле. Но опять-таки ситуация схожа с тем, что если мы сравниваем Москву и провинцию, там ниже цены,
но также там ниже и зарплаты, там ниже и возможности. И это наша следующая тема обсуждения – возможности. Магазины, развлекательные центры, спортивные площадки, спортивные учреждения, различные европейские, американские университеты. Чего здесь только нет. И очень многое находится на высшем качестве, на высшем уровне. Да, разумеется, за это надо платить, за это надо работать, за это надо, скажем так, получать хорошую квалификацию. Например, если ты хочешь устроиться на работу в продвинутый клуб, тебе потребуется определенный интернациональный, а может даже и местный национальный сертификат, как, например, в области фитнеса. Мы когда трудоустраивались, заметили, нашли много трудностей в этом вопросе, но, опять-таки, все зависит от тебя, все зависит от твоего бэкграунда, все зависит от твоего желания. Если ты хороший специалист в своей области, если у тебя есть язык английский, а если еще и арабский или какой-нибудь китайский, то просто тебя с руками и ногами здесь оторвут. Говоря о возможностях, стоит затронуть тему сообщения, тему транспорта, тему метро, тему связи, тему интернета. Это здесь тоже находится на высшем уровне. Метро доставит тебя практически в любую точку города, но по цене немножко дороже, чем в Москве. Кстати говоря, здесь работает зональная система, то есть в определенные точки города ты доезжаешь за 3 дирхама. Это может доходить до 12 дирхамов за проезд. Также ты можешь пользоваться автобусом, который составляет 3 дирхама вне зависимости от зон, то есть он едет здесь по своей линии, ты никак не ошибешься, не потратишь больше, чем 60 рублей. Такси здесь дорогое, все, что требуется знать. Здесь особо развита система, когда ты снимаешь машину, то есть у какой-то организации, какой-то компании, не онлайн через телефон, а непосредственно приходишь, предоставляешь свои документы, загран, не знаю, лицензию, плюс еще будет депозит, который возвращается примерно через месяц после того, как ты отдаешь машину. И в этом заключаются тонкости и трудности данной процедуры снятия авто. Телефонная связь и Wi-Fi. Wi-Fi здесь есть и в аэропорту, Wi-Fi здесь есть и в торговых центрах в любом, Wi-Fi здесь есть и в метро, поэтому с точки зрения связи вы нигде не найдете каких-то трудностей. Однако у меня почему-то в метро не ищет московский номер, то есть там надо выбрать код страны и +7, там нет такого параметра, он у Москвы, у России точнее пишет +7. 6. Я не знаю, чем это обусловлено, но в итоге в метро я не могу зайти в Wi-Fi. Но касаемо любых кафешек, любых торговых центров, любых фитнес-клубов, все есть там. И поэтому ты без проблем входишь и сидишь. Касаемо симки, если вы не на продолжительный период, она вам здесь просто-напросто не понадобится. Реально ли здесь найти работу? Даже я, не имея, скажем так, еще образования, не имея какого-то опыта трудоустройства, не имея ничего, с помощью нетворкинга, с помощью работы над своими социальными сетями, с помощью постоянного постинга в разных Facebook-группах, в разных Telegram-чатах, якобы русские в ОАЭ, русские в Дубае, русскоговорящие в Дубае, я смог найти некоторые возможности, чтобы подработать, получить хотя бы какие-то средства, и даже ходил на собеседование, чтобы устраиваться в фитнес. Главное практика, главное стремление, главное желание. И без этого всего ты ничего не сможешь добиться, где бы ты ни находился. Поэтому, если ты хочешь прилететь в Дубай или переехать с точки зрения получения дохода, с точки зрения получения выгоды, с точки зрения нахождения новых связей, с точки зрения нахождения новых людей, с точки зрения обретения нового себя, у тебя ничего не получится, потому что это все бегство от себя. Можно добиться успеха, где бы ты ни находился. Главное, ищи максимально комфортные, не то что комфортные для тебя условия, а, скажем, наиболее подходящими, потому что кто-то любит, даже минимально отталкиваясь от природных каких-то предпочтений, приоритетов, кто-то любит солнце, кто-то любит осень, кто-то любит зиму, кто-то любит море, кто-то любит горы. Не стоит пытаться жить чужой жизнью. Не надо пытаться искать себя, надо пытаться строить себя таким, каким ты хочешь видеть. И человек, еще раз, может адаптироваться в любых условиях. Когда я смотрю вокруг и вижу, как индусы здесь не живут, а буквально выживают, они работают изо дня в день какими-нибудь курьерами или вейтерами или уборщиками, просто чтобы оплатить жилье, чтобы оплатить себе еду.
И даже в таких кошмарных условиях у них остается время, чтобы просиживать в Ютубе, чтобы покупать себе дорогие сигареты, чтобы питаться в кафешках. В 21 веке предоставляются грандиознейшие возможности. Единственное, все, что тебе нужно, это приложить усилия, это быть дисциплинированным, это быть стойким на пути к своей мечте, на пути к своей цели, где бы ты ни находился, чего я тебе и желаю. С любовью, Кирилл. До Дубая меня подвезли не то что знакомые, я нашел на Фейсбуке потрясающих людей. И все, что я хочу сказать, это нетворкинг работает. Потому что я бы, возможно, даже не рискнул сюда лететь, если бы не нашел место, где остановиться. А его я нашел тоже с помощью Фейсбука, с помощью Телеграма, потому что мне удалось встретиться с русскоязычными людьми здесь, пообщаться с ними, наладить контакт, найти общие интересы, ценности. И жизнь просто удивительная, все, что я могу сказать.